Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. Хочет ли она с вами интима? Настраивайтесь на определенную женщину. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких сейчас вы находитесь энергиях, что у вас происходит в жизни. Вы сейчас знаете, такие у вас настроения, вот хочется куда-то мчаться и что-то делать. Вот знаете, как будто вот навстречу судьбе. Вы настолько стали мечтать о новой личной жизни, может быть, вот знаете, вы как будто вот оттаиваете, да, вот как весной распускаются там цветы, бутоны, да, вот вы как-то так оттаиваете, вот просыпаетесь как будто от зимней спячки, от вот этого вот негатива, который был в вашей жизни. Хотя еще, конечно, немного агрессия, злость на вашу бывшую женщину у вас осталась. Но вот как-то уже хочется, знаете, встрепенуться, взмахнуть крыльями и мчаться. Мчаться куда-то. Вот знаете, как будто вы начинаете обретать какой-то новый смысл жизни. Вот все больше у вас как-то вера просыпается в то, что у вас все наладится, что у вас будут новые отношения, что будет все хорошо. Хотя на данный момент рядом возле вас такой вот постоянной женщины для серьезных отношений пока что я не вижу. Вы очень такой работящий человек. Вы, в общем-то, вы любите свое дело, да? Без фанатизма, конечно, но вам нравится, в общем, чем вы занимаетесь, да? Может быть, у кого-то даже это действительно по-настоящему любимая работа. У кого-то из вас, кстати, проигрывается поездка, может состояться в ближайшее время, либо же командировка, да, может быть, работа связана с поездками какими-то, да, за рулем, может быть, вы. Вы очень такой мечтательный человек. Вы такой, знаете, вот эмоционально наполненный на данный момент, даже переполненный, я бы сказала. У вас столько накопилось вот эмоций нерастраченных. Нерастраченной любви у вас столько накопилось. Очень, знаете, у вас довольно неплохое финансовое положение предвидится. Да и сейчас у вас, в общем-то, я не вижу финансовых проблем. Ну, таких вот прям серьезных глобальных проблем я не вижу в вашей жизни. Так, какая женщина пришла на расклад? Да, о ком будет идти речь сегодня? Чтобы мы ориентировались хоть немножечко, да? Это же, ну вы прям смешно уже. Ну снова у нас выпадает королева Пентаклей. Да что ж такое? Не Пентакли, связанные с женщинами, да? Ну как будто действительно все женщины, любящие деньги у нас выпадают. Женщина самодостаточная. Очень такая уверенная в себе, может быть, даже чересчур уверенная в себе. Она знает, чего хочет от этой жизни, а хочет она материальных благ, да, вот судя по тому, как у нас Пентакли выпадает, она у нас вышла королевой Пентаклей. То есть у нее на первом плане не чувство, не любовь. У этой женщины на первом плане деньги, материальные блага. У нее, знаете, вот довольно непростой период может сейчас проигрываться. У некоторых из вас эта женщина даже думает, чтобы помириться с вами. Она ностальгирует за вами, да? Она вспоминает сытую жизнь с вами. Она вспоминает, что вы делали для нее. Поэтому сейчас она немножко так, знаете, ну, взгрустнулась ей, что ли, по этому поводу. Что имеем, не храним, потерявший плачем называется, да? Так, а давайте-ка уточним, что именно она вспоминает из вашей прошлой жизни, почему она ностальгирует, зачем еще она ностальгирует, кроме вот этой сытой жизни. Она, знаете, вот она сейчас вот действительно в разбитых чувствах находится. У нее рядом нет мужчины, серьезного мужчины для стабильных отношений. Она грустит, что вот все так получилось, как получилось у вас с ней.
Вот она сейчас, знаете, она осталась как у разбитого корыта, ни с кем и ни с чем. И она понимает, что ваши отношения закончились. Но тем не менее, ей бы хотелось как-то вот наладить с вами, даже вот помириться, может быть, у некоторых проигрывается. Может быть, она даже подумывает помириться, даже шаги некоторые из ваших женщин могут делать, вот именно шаги к примирению. Может быть, она звонит вам иногда, там, да, пишет. Это особенно касается тех, кто, ну, не очень давно разошлись, да, хотя бывают люди сходятся и даже спустя много лет, всякое в жизни бывает. Женщина, вот с которой у вас было разрушение, знаете, и вот она, в общем-то, в душе немного даже жалеет, что это все разрушилось. Вот ей тяжело. Вот она как будто немного начинает понимать, что она в жизни натворила. Вот как-то у нее жизнь пошла не так. А давайте-ка теперь спросим, это она хочет с вами интима, да? Может быть, она вспоминает ваш интим с ней. Так. Знаете, она почему-то вот, она начала вспоминать еще вот такая своего рода ностальгия, да, особенно у кого вот дети есть. Она почему-то вспомнила вот те времена, вот когда в самом-самом начале были ваши отношения, может быть, даже когда она была беременной, да, когда вот вы вообще кружили ее со всех сторон, когда готовы были звезду с неба достать. Она вспоминает, знаете, вот те моменты, когда какая-то вот у вас то ли романтика была, вот что-то такое вы для нее делали, да, вот может быть поступки какие-то или даже один поступок, который очень сильно ей запомнился еще в далекие вот эти вот времена ваши, вот на самом начале, да. Вот как-то оно ей запало в душу, и она почему-то сейчас ностальгирует и вспоминает вот именно то, как все начиналось, как все было хорошо. И в интиме, как у вас все было хорошо, да, в общем-то, особых проблем никаких в этой сфере не было. И она сейчас начинает вот как-то грустить немного за этим временем. Ну, а как же? Рядом нету никого. Почему бы не повспоминать, да? Тем более мужчину, который боготворил. Ну, почему? Локти кусать – это святое, да? Локти вкусные, наверное. Так, давайте-ка вспомним. Вот она грустит, да, вспоминает. А хочет ли она сейчас с вами интимных отношений? Конечно же, хочет. Она хочет, знаете, с вами даже не просто там, как говорят, по быстрячку, да, вот, а хочет вот именно, чтобы это красивый интим, да, вот красиво, чтобы это все, знаете, вот когда секс такой вот сладкий, секс активный такой, да, который, ну просто от которого голова кружится, вот она хочет с вами вот тех страстей, которые были у вас в начале, да, когда, ну, грубо говоря, из постели не вылазят люди, да. Вот такое желание у нее есть. Она вот и вспоминает и, те времена, и в то же время у нее даже такое желание вот появилось, да, вот чтобы это все вернуть. Вот у нее похоже, у нее давно не было мужчины вот в интимном плане, да. И она как-то начала вот это все в голове прокручивать, и у нее даже вот какое-то сексуальное желание к вам появилось. Вот она сейчас такая расстроенная, что у нее этого нет. Она не может от вас этого получить, да? Вот. Так, давайте-ка посмотрим, будет ли она что-то делать, да, вот чтобы с вами сблизиться, вот именно ради постели. Потому что хотеть и мечтать – это одно, а что-то делать – это совершенно другое. Знаете, нет, она ничего не будет делать, это останется у нее, ну, на уровне мечты, что ли. А вот она прекрасно понимает, что она вас обидела, да, вот она понимает, в общем-то, свою ошибку, да, что она натворила в жизни. У нее тоже есть некоторая злость, но злость на саму себя также у нее есть, да, вот в этой вашей ситуации.
И снова, вот видите, второй раз выпадает карта, вот она вспоминает вот те времена начала, когда, может быть, она беременная ходила, да, вот что-то было такое в те моменты, что ее очень сильно зацепило, да, вот я же говорю, какой-то романтик, может быть, был у вас именно в то время. Она это может рассказывать еще подружкам своим, вот это вот желание, да, вот что она бы с вами хотела там зароманить снова. Но как-то, знаете, вот подружки за рюмкой чая, да, вот как я говорю, они скорее отговаривают, да, говорят, да ты себе что, не можешь другого найти, это уже прошлое, это уже перевернутая страница, да зачем оно тебе надо и так далее. А давайте-ка спросим, вот, если бы ваша женщина, да, вот, если бы она все-таки сделала какие-то шаги, чтобы сблизиться с вами, вот, да, вот начала как-то к вам подлизываться, да, как-то вот, как говорят, мозги запудривать, да, вот, добилась бы она с вами вот интима или нет? Вот давайте еще этот момент посмотрим. Нет, конечно же, она бы этого не добилась, знаете. Вот хочется почему-то сказать, что если бы она начала вот к вам приставать, да, то вы были бы в шоке по колено, честное слово. Вот почему-то такое ощущение, что вот у вас, знаете, вот такое ощущение, если бы она начала приставать, то вы бы сказали, боже, чур меня, чур, только не сбывший, уйди, уйди, да, сгинь нечистая, вот как-то так, да. Это все на уровне ее фантазии останется. Вот даже, знаете, такое ощущение, даже если бы она действительно вот начала в открытую к вам приставать, как к мужчине, да, я думаю, вы бы все равно ее как-то, ну, оттолкнули, да, ну, не в прямом смысле, но вы бы не позволили ничему, ну, вот этому процессу случиться, да, вот вы как-то, ну, не допустили бы этого, потому что для вас это, ну, просто недопустимо, тем более с бывшей. Настолько она вас обидела, настолько сделала больно, у вас настолько злости к ней, что это останется на уровне ее фантазий, да. Поэтому то, что она мечтает с вами о бурном страстном сексе, об этом даже, ну, речи не может быть. Я думаю, даже в глубоком алкогольном опьянении вы бы не пошли с ней на такие подвиги, да. Как бы женщин вокруг полно, да, ну зачем, ну, бывшая, да, бывшая это все, это прошлое, да, о какой постели может идти речь. Хотя, в общем-то, есть такие случаи, что некоторые вот, ну, как бы, ну, не то чтобы месть это, а вот знаете, как говорят, поматросил и бросил. Бывают такие случаи, когда мужчина просто переспал с бывшей, а потом ее отшил, причем в грубой форме. Ну, конечно, это тоже недопустимые вещи, не нужно опускаться до таких моментов, до таких вещей. Вот. Наверное, лучше все-таки дождаться новой женщины, уже новых отношений, да, потому что, ну, все равно, даже если бы и случилась у вас постель, да, с бывшей, все равно это было бы не то. Ну, вот согласитесь, да, вот напишите в комментариях, я права или нет. Но это была бы не, совсем не та постель. Вот эти обиды, вот эта злоба, вот эти все трещины и разрывы, да, они не дают покоя все равно. Они, вот эти раны ваши, они не дадут той краски, да, вот той яркости секса, да, они не дадут тех эмоций, да, ну, да, можно механически чисто, да, вот, грубо говоря, как кролики это все сделать, да, но это все будет не то, согласитесь. Поэтому ваша бывшая, ну, как бы останется со своими мечтами и хотелками наедине. Особых отношений я у нее не вижу, я еще раз говорю, да. То, что она вспоминает вас, вспоминает те времена, как было хорошо, ну, кто ей виноват, что она сама это все упустила, сама все разрушила, да. А теперь и остается мечтать, мечтать про интим, да. Хотя я вам скажу, да, вот, может быть, вам это тоже будет приятно в некоторой степени. Если женщина вспоминает постель именно с вами, значит, вы были на высоте. Она не другого мужчину, а именно вас в постели вспоминает. Это уже о чем-то говорит, да? Значит, что вы были лучше всех. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!